Здравствуйте, уважаемые ютубозрители! Вас приветствует Андрей Деменков, автор проекта, который отныне носит новое название и претерпел кое-какие иные изменения. Причины и содержание произошедших перемен я изложил в специальной записи, которую найдете по этой ссылке. Для тех, кому сложно или попросту лень читать, я сделал еще видео. Его найдете по следующей ссылке. Надеюсь, обновления придутся вам по душе. Здесь же я сосредоточусь на теме выпуска. Кто-то из моих давних постоянных зрителей наверняка уже видел выпуск, посвященный развитию туристического сектора в странах Балтии, который я публиковал 1,5 года назад. С содержанием там все окей, а вот форма вышла заметно слабее. Особенно звук, мое постоянное проклятие прошлого года. Не смог я это терпеть и решил переснять выпуск. Благо, за прошедшее время появились новые данные, да и старую информационную базу я существенно расширил. В итоге объем материала значительно вырос, поэтому новый выпуск состоит уже из 2 частей, которые ко всему еще и оформлены совсем по-другому, с множеством таблиц, фото и видеоматериалов. В общем, если вы и видели тот старый выпуск, его ремейк тоже можете посмотреть. Здесь много нового и все по-другому. А тема чертовски интересная и важная. Туристический сектор оказал большое влияние на постсоветское развитие стран Балтии и сегодня является важной отраслью их экономики, особенно в Эстонии. Спонсоры проекта, большое вам спасибо за поддержку, традиционно увидят выпуск раньше всех. Причем по новому графику, который я ввел с мая, вторую часть, 3 и 4 уровень увидели сразу после загрузки. 2 уровень сможет смотреть всего через неделю, а 1 через 2 недели после первой части. Прочие зрители получат такую возможность только через месяц, уже в июле. Если вы еще не оформили платную подписку, есть о чем подумать. Ведь впереди большой 4-серийный выпуск. И чертовски интересный. А теперь к теме этого видео. Итак, туризм как сектор экономики. Для начала советской. Обычные жители, не особенно разбирающиеся в экономических материях, прежде всего старшего поколения, из тех, кто родились в СССР, зачастую не склонны воспринимать туризм как серьезную отрасль экономики. Нас воспитывали с осознанием того, что экономика – это выплавка чугуна и сборка трактора, еще лучше танка, или надой молока. А все эти услуги – дело глубоко вторичное, на грани буржуазного растления здорового общества строителей коммунизма. Впрочем, в СССР это и не было серьезной отраслью. Слаборазвитая индустрия туризма играла скромную роль в экономике и рассматривалась скорее как социальная функция. Но именно туристический сектор стал одним из тех, которые наиболее ярко отразили радикальные перемены в экономике стран Балтии после восстановления независимости. Советское государство относилось к туристическому сектору настолько пренебрежительно, что не выполняло даже собственные весьма скромные нормативы, в соответствии с которыми во второй половине 1980-х в стране должно было быть 5 гостиничных мест размещения на 1000 жителей. В реальности, в 1988 году на всю огромную империю с 287-миллионным населением насчитывалось 8000 гостиниц и их подобий, вроде общежитий для приезжих, на 719 тысяч мест. Это для советских туристов. В системе интуриста имелось еще 94 гостиницы на 51 тысячу мест для белых людей, иностранцев, которым обычный ненавязчивый советский сервис был слишком в диковинку. Все это вместе давало лишь 2,7 места на 1000 жителей. Правда, существовали еще санатории и дома отдыха. Но это специфический сектор. Любой желающий туда попасть не мог. Эти учреждения наполнялись по путевкам, которые распределялись между ведомствами по очень замысловатой схеме. Находились они обычно вдали от сколь-нибудь приметных городов, в которые чаще всего стремится большинство туристов в расчете на разнообразный досуг. Большинство номеров были 3-4-местными, причем семьей не селили, места распределяли по половому признаку – женщины к женщинам, мужчины к мужчинам. То есть муж и жена в одном санатории оказывались в разных номерах. Только в 1970-х начали появляться семейные дома отдыха, но их было очень мало. Мест в санаториях и домах отдыха все равно катастрофически не хватало. Попасть во многие в летний сезон можно было по сути только по блату. Поэтому большинство смертных оказывались там в межсезонье. Наша семья никогда не ездила ни в какие санатории и дома отдыха. Пару раз профсоюз предлагал родителям какие-то горящие путевки глубокой осенью, но они отказывались.
Впрочем, мне повезло иметь бабушек в литовской и белорусской деревнях, так что я и в пионерлагерь никогда не рвался, с детства презирая ходьбу строем за пределами тех учреждений, где это уместно. Так называемые базы отдыха – наглядный пример, до чего доводил хронический дефицит гостиничных мест в СССР. В 1960-х советское руководство стало принуждать предприятия на собственные средства строить базы отдыха для своих работников. То есть уже понятно, что круг пользователей был ограничен сотрудниками построившего предприятия и их ближайшими родственниками. Финансовые возможности и желание заниматься непрофильным делом было разное, и базы отдыха тоже были очень разными. В большинстве своем они напоминали коллективную дачу с минимальным набором удобств. Вот как описывает крайний случай в белорусском исполнении писатель и режиссер Владимир Козлов, который отдыхал на таких базах. Не знаю, кто впервые придумал формат базы отдыха, но идея по своей простоте и рациональности была по-своему гениальной. Из самых дешевых материалов строились одноэтажные бараки с внутренними стенами, если и не из картона, то, по крайней мере, из какой-то деревоплиты. Отдельно строилась, так сказать, столовая, холодильником для которой служил снятый с колес рефрижератор. Удобств, можно сказать, не было. В туалет, устроенный в металлическом вагончике и обслуживающим сразу несколько баз отдыха, нужно было идти через дорогу. Душ тоже был общим на несколько баз, и вода для него нагревалась на солнце. В пасмурную погоду нужно было обходиться холодной. Были, конечно, и совсем другие базы отдыха, например, министерские. Но сами понимаете, для кого. Точных данных по таким дополнениям гостиниц я не нашел. Но по всем попадавшимся оценкам, даже вместе с вышеописанными сараями, в конце 1980-х СССР вряд ли набирал больше 8 мест размещения на 1000 жителей. В социалистической Болгарии, тоже не избалованной западными туристами, имелось 12 мест размещения на 1000 жителей, в Чехословакии – 14. Вроде бы совсем не туристическая Финляндия могла предложить более 100 тысяч мест размещения 20 на 1000 жителей. А в США всего их насчитывалось свыше 8 миллионов, что в стране с населением меньше советского давало 33 места на 1000 жителей. Но и американцы в этом не лидировали. Во Франции наличествовало 3,5 миллиона мест размещения, 60 на 1000 жителей. В прибалтийских республиках с гостиничными местами было лучше, чем в среднем по СССР, но не радикально. В Литве обеспеченность была самой низкой – 3 места на 1000 жителей. В Эстонии выходило уже 3,5, а в Латвии чуть больше 4 мест на 1000 жителей. Помимо гостиниц, здесь также имелись санатории, дома и базы отдыха. Крупнейшими санаторно-курортными центрами были Друскиненкейф и Паланга в Литве, Юрмала и Лиепая в Латвии, Пярну и Хапсалу в Эстонии. Точных данных на конец 1980-х найти не удалось, но оценочно в Латвии, например, количество всех мест размещения, судя по всему, составляло 35-40 тысяч или порядка 13-15 на 1000 жителей. В Эстонии, скорее всего, тоже превышало 10 на 1000 жителей. В Литве, видимо, не дотягивало до этого уровня. То есть санатории и дома отдыха улучшали ситуацию, но не спасали от острого дефицита мест размещения, особенно если учесть, что Прибалтика в СССР была одним из основных туристических регионов. Сюда направляли миллионы отдыхающих со всей империи. Дефицит в СССР мест размещения в официальных гостиницах и их подобиях в какой-то мере восполняли частники, которые принимали гостей на квартирах и даже в сараях и на балконах, что особенно актуально было на Черноморском побережье летом. Но данные по такому, с позволения сказать, сервису очень приблизительны и все равно не прибавляют СССР больше пары мест на 1000 жителей. Советские люди не были избалованы лишними метрами, большинство сами жили тесновато, не до гостей им было. Особенно слаборазвитым в СССР был иностранный туризм. До середины 1980-х мы были, по сути, закрытой для западного мира страной. В 1985 году огромная империя приняла всего немногим более 4 миллионов иностранцев. В годы перестройки поток зарубежных гостей заметно вырос, и все равно в 1989-м СССР посетило всего-то около 8 миллионов, в основном из стран соцлагеря, из которых немногим более 4 миллионов относились к туристам, остальные – различные командировочные моряки, которые порой даже не сходили на берег. США при меньшем населении, граничащие только с Канадой и Мексикой и находящиеся далеко от богатой Западной Европы, сумели привлечь в 4,5 раза больше иностранцев, чем СССР. И в подавляющем большинстве это были гости с ночевкой. На фоне Франции или Испании показатели СССР в пересчете на 1000 жителей и вовсе выглядят жалко. Мне не удалось найти точных данных о том, сколько иностранных туристов принимали Прибалтийские республики,
Но ограниченное количество мест размещения дает ясно понять, что их здесь было не намного больше среднего уровня по СССР. Речь можно вести вряд ли больше, чем о полумиллионе заночевавших на всю Прибалтику. Суммарно же, судя по всему, уже тогда выигрывала Эстония за счет быстро растущего во второй половине 80-х числа приезжавших с однодневным визитом финнов, которым не требовался ночлег, и ограничения советской гостиничной системы не сковывали этот поток. Возникает, кстати, закономерный вопрос. Советофилы частенько твердят, что советская Прибалтика, мол, была витриной СССР. Но для кого? Если иностранцы сюда, как выясняется при рассмотрении статистики, не особенно-то и ездили. Пожалуй, для остального СССР. Большинство советских граждан никогда не бывали за границей. Даже в страны соцлагеря мало кого выпускали. Более подробный разговор об этом будет позже. Поэтому для них Эстония, Латвия и Литва с их западной архитектурой, непривычными языками, не по-советски ухоженные, были, конечно, эдакой эрзац Европой. Поэтому они сюда охотно ездили. Может, внутренний туризм компенсировал советским гражданам недостаток выездного? При изучении вопроса я вновь столкнулся с острой нехваткой точных данных. Дело не только в их дефиците в открытых источниках, особенно по СССР. Проблема еще и в том, что даже сегодня критерии для оценки внутреннего туризма существенно разнятся, а уж полвека назад и подавно. Для примера, в США любая поездка не далее сотни миль от дома не учитывается как туристическая. В других странах подход к расстояниям гораздо мягче. По данным Центрального совета по туризму и экскурсиям СССР, в 1989 году в стране было обслужено 42,5 миллиона внутренних туристов и 226 миллионов экскурсантов. Туристами считались те, кто ездил с ночевкой, остальные – экскурсанты. Но и эта цифра лукавая. Дело в том, что один и тот же человек мог проходить по обеим позициям. Например, приехал в Ригу на пару-тройку дней и съездил на экскурсию в Елгову. Вот вам и турист, и экскурсант. С другой стороны, эти данные не включают так называемых туристов-дикарей, которые ездили самостоятельно и зачастую селились на частных квартирах и вообще черт знает где. Вместе с этими людьми масштаб внутреннего туризма, по некоторым данным, оценивается до 500 миллионов поездок. По сравнению с количеством приезжавших иностранцев это очень много, но по меркам развитого мира показатель довольно скромный. Достаточно сказать, что в 1989 году американцы совершили 1 200 000 000 поездок по стране на расстояние больше сотни миль, из которых 830 миллионов можно классифицировать как туристические. Понятно, что более коротких поездок было намного больше, но их там никто не считает. Опять же, рассуждая о туризме в Эстонии, Латвии и Литве в советскую пору, нельзя не принять во внимание внутрисоветских туристов, которые после 1991 года стали иностранными. Эти путешественники неравноценны зарубежным, потому что не сталкиваются ни с какими погранично-таможенными и валютными ограничениями, которые резко сократили их число после 1991, но все же они были и вносили свой вклад в туристический сектор прибалтийских республик. Насколько он был значителен, разговор отдельный. Мне не удалось найти достоверных данных по количеству советских туристов в Прибалтике в конце 80-х. Единственный обнаруженный факт – в ту пору Юрмала, крупнейший санаторно-курортный центр региона и один из крупнейших во всем СССР, принимала в год свыше 6 миллионов гостей всех типов со всей страны, включая саму Латвию. Очевидно, что в целом регион посещало в разы большее количество отдыхающих. Несложно догадаться, что на такую армаду физически не хватало перечисленных мест размещения. Тем, кто приезжал дикарем на время больше одного дня, приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы найти место для ночлега. Однако в масштабах всего СССР, как я уже говорил, туристов было немного. А зарабатывала на них страна совсем мало, особенно на местных. В СССР в целом был очень слабо развит сектор услуг, поэтому иностранные туристы меньше задерживались здесь, чем в по-настоящему туристических странах. Им попросту нечем особенно было в СССР заняться. И некуда тратить деньги. В Нью-Йорке или Париже иностранец мог ходить во множество ресторанов, ночных клубов, музеев. Да, там больше музеев, чем было в советских городах. На концерты звезд, самые разные фестивали, выставки, прошвырнуться, наконец, по торговым центрам. А что в СССР? Поучаствовать в первомайской демонстрации? Даже в магазины, только инвалютные, 1-2 на город, где ассортимент ронял в обморок голодного до товаров советского человека, но иностранца мог вызвать лишь усмешку. Ну а советский турист был еще и беден ко всему, с него по определению много не возьмешь. Бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес как-то заявил, что в советской Эстонии не было ресторанов, чем вызвал массу недоуменных отзывов. Это, конечно, перебор. Рестораны имелись, но их было так мало, что возможности выбора даже в Таллине, не говоря уже об остальной Эстонии, были очень ограничены.
что особенно очевидно тем, кто, как я, застал советское время и может сравнить с сегодняшним днем. Кроме того, есть еще упрямая статистика, которая гласит, в 1989 году, когда появились даже первые частные рестораны, в Таллине было всего-то 35 заведений общественного питания. Сегодня TripAdvisor насчитывает почти 1200. Только отмеченных звездами крутого международного рейтинга Michelin уже 25, еще 10 в других городах Эстонии. Скромные суммы, получаемые с туристов, вели к тому, что сектор играл незначительную роль в экономике страны. Понятно, что с средиземноморскими туристическими державами тягаться сложно, но даже Финляндия со своей Лапландией получала от туризма больше, чем СССР, у которого, естественно, условия для развития отрасли были куда лучше. Советская статистика по многим параметрам была очень своеобразной. Например, графы «туризм» там вообще не было, отрасль разбивалась по секторам сферы услуг. Советское ценообразование было от потолка и не коррелировало с мировыми ценами. Система учета стат-данных тоже отличалась от мировых стандартов. Плюс вечные приписки. Поэтому долю туризма в советской экономике более поздние исследователи оценивают по-разному, пытаясь как-то перевести ее в более адекватные данные для сравнения с другими странами. Но все оценки не превышают на конец 80-х 2% от скромного советского ВВП даже с учетом смежных отраслей. У Франции в то же время доля туризма достигала 9% от общего экономического пирога, который благодаря высокому уровню развития страны по общему размеру не сильно уступал советскому. Итак, в 1991 году страны Балтии восстановили независимость. Возникшие на востоке государственные границы сделали советских гостей иностранными, с другой стороны, перед теми, у кого имелись какие-то деньги, открылся весь мир. Поток туристов из бывшего СССР закономерно резко упал. Нужно было искать им замену на Западе. Многим тогда казалось, что странам Балтии нечего им предложить. Эстония, Латвия и Литва не обладают средиземноморским климатом, Балтийское море совсем не такое теплое, как Адриатика. И все же, для соседей из России и Северной Европы климат здесь вполне курортный. Юрмала, Пярну и Паланга полюбились россиянам еще в советское время не только потому, что были для них заменой недостижимой Европы. Все три страны обладают красивейшей природой, во многих городах есть памятники старинной архитектуры. А старый Таллин в 1997 и вовсе попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося исторического центра североевропейского торгового города. Нужно было только суметь все это использовать. Пожалуй, еще хуже, чем нехватка в регионе гостиничных мест и слабое развитие сопутствующих услуг, в начале пути была проблема отсутствия у потенциальных гостей Запада информации об Эстонии, Латвии и Литве. Среднестатистический турист обычно ездит в страну, у которой уже есть какая-то репутация. Он что-то знает о ней и достаточно уверен в своей безопасности там. В начале 1990-х в этом смысле страны Балтии были по сути черной дырой. Что бы там ни сочиняли советофилы про какую-то витрину СССР. Туристическим компаниям и профильным государственным ведомствам пришлось немало потрудиться, чтобы об их странах узнали за рубежом. Эстонии повезло больше, чем Латвии и Литве, благодаря соседству с Финляндией. Финны, исторически близкий эстонцам народ, как я уже говорил ранее, они понемногу ездили в Эстонию еще в советское время. Суоми к 1990-м была уже довольно развитой и зажиточной страной с высокими даже по западноевропейским меркам ценами. Таллин, фантастически дешевый в ту пору, как и весь бывший СССР, стал райским местом для финских покупателей. Они сметали с прилавков продовольствие, даже собственный маргарин Воймикс, который из-за разной налоговой политики в Эстонии стоил намного дешевле, одежду и обувь эстонских фабрик, неказистую, но очень дешевую и вполне годную на роль рабочей формы. Главными же хитами надолго стали продаваемые в Эстонии по смешным ценам алкоголь и сигареты. В Финляндии из-за государственной антиалкогольной политики они стоили особенно дорого. Еще в советское время финны ездили в Таллин в значительной мере ради того, чтобы привезти оттуда водку и курево. После 1991 года очень скоро их поток стал измеряться сотнями тысяч в год, которые оставляли в Эстонии десятки, а потом и сотни миллионов долларов. Характерная деталь. Под конец советской эпохи, когда углублялся экономический кризис и скудела торговля, республики создавали все больше препон на пути покупателей из соседних регионов. В Прибалтике приезжих из России все чаще за глаза обзывали покупантами. Но к финнам в новую эпоху в Эстонии было совершенно иное отношение. Они ведь приобретали товары и услуги по рыночным ценам и несли в экономику твердую конвертируемую валюту, а не стремительно обесценивающиеся рублевые фантики.
Уже в середине 90-х бурное развитие туризма в странах Балтии помогло в немалой степени компенсировать кризисный обвал доставшихся в наследие от СССР неконкурентоспособной промышленности и сельского хозяйства. Десятки тысяч работников, сокращаемых на прежних местах, смогли найти себе применение в отелях, ресторанах, портах, туристических агентствах, таксоизвозе. Для жителей Хельсинки смотаться в Таллин на денек по выходным не составляло труда. Утром 2-3 часа на пароме под шведский стол в одну сторону, вечером с баулами покупок в другую. Но даже им нередко хотелось задержаться в Эстонии подольше, съездить в Пярну на пляж или на острова. Что уж говорить о шведах и прочих европейцах, которые по определению нуждались в ночлеге. Как в Эстонии, так и в Латвии и в Литве. Да и для экономики такие гости гораздо выгоднее однодневных. Поэтому отели на бурно растущих туристических доходах стали расти как грибы после благодатного дождя, давая возможность зарабатывать еще намного больше. Латвии и Литве меньше повезло с богатыми европейскими соседями. В 1990-х туризм там развивался не так бурно, и больше, чем в Эстонии, роль играли гости из бывшего СССР, в первую очередь из России. Особенно в Латвии. Рига и Юрмала уже с 80-х были более притягательны для московского бомонда, нежели остальные города региона. Поэтому тамошний среднестатистический гость из России был еще и побогаче. Однако в целом россияне не могли тягаться по покупательской способности с финнами или прочими западноевропейцами. Поэтому туристический сектор планомерно работал на западном направлении, всячески рекламируя свои страны. К 2000 годам страны Балтии уже были известны в мире. Постоянное участие в туристических ярмарках, выставках Экспо, высокие позиции во всевозможных рейтингах, свобода экономики, свобода слова и так далее, подготовка к членству ЕС, наконец, слава балтийских тигров – все это работало на имидж успешных стран, о которых узнавало все больше людей в Европе и во всем мире и вызывало желание посетить их. В итоге, в 2000 году страны Балтии посетило уже 2 миллиона 700 тысяч только заночевавших иностранных туристов. К 2005 году эта армия вымахала уже до 4,5 миллионов. Лидером по числу принимаемых гостей традиционно была самая маленькая из трех стран – Эстония. Хотя в Эстонии традиционно доминировали финны, которые к 2005-му составляли около половины иностранных туристов, резко вырос приток шведов и немцев. Латвию по-прежнему любили доминировавшие там немцы, много приезжало скандинавов. Резко выросла доля британцев. В Литве ожидаемо преобладали соседи-поляки, вторую позицию занимали немцы. Во всех трех странах в число основных групп туристов входили и россияне, а в Литве еще и жители Белоруссии. Потоки в каждую из трех стран были близки по масштабам, но самая малая Эстония, соответственно, получала туристов на 1000 жителей заметно больше Латвии и особенно Литвы. Существенно отличались и доходы от туризма, как абсолютные, так тем более и на 1000 жителей. Безоговорочно лидировала Эстония, постоянно зарабатывая больше всех, в первую очередь благодаря финскому шопинг-туризму. В 2000 году поступления от иностранного туризма в Эстонии превысили 500 миллионов евро, у Литвы – 400 миллионов. Сильно отстававшей в ту пору Латвии пришлось довольствоваться 140 миллионами. Все это достигалось в условиях, когда страны Балтии только готовились к вступлению в Евросоюз и окончательному открытию для них европейского рынка. Впереди ждала новая волна подъема. Вступление в 2004 в Евросоюз придало новый импульс развитию иностранного туризма в странах Балтии. Были сняты последние визовые барьеры при путешествиях в пределах стран Шенгенского соглашения. В Финляндии устранили ограничения на ввоз туристами товаров из Эстонии, и из Таллина повезли домой алкоголь и сигареты ящиками и даже поддонами. Немало покупали туристы и в Латвии, и в Литве, но это не шло ни в какое сравнение с тем, сколько везли финны из находящейся под боком Эстонии. В 2010-м страна заработала на иностранном туризме свыше 1 миллиарда евро. Литве удалось получить 700 миллионов, Латвии 475. Поэтому, как и у южных соседей, здесь планомерно развивали сектор разнообразного досуга, способный привлечь самого требовательного туриста. В странах Балтии все чаще стали проводить международные соревнования и фестивали, например, кинофестиваль ПЕФ в Эстонии и песенные фестивали в Юрмале. Крупнейший в регионе пивной фестиваль Ylläsummer в Таллине собирал в 2010-х от 70 до 100 тысяч гостей, многие из которых приезжали из Финляндии, Швеции, Германии и прочих стран. Его меньший рижский собрат Латвия Бирфест тоже привлекал множество зарубежных гостей. Организаторы, конечно, изрядно привирали, называя свой фестиваль самым большим в Балтии. Таллинский Ylläsummer был явно масштабнее. Но все равно очень жаль, что рижский Бирфест больше не проводится. Каждый год в конце мая я с удовольствием наведался в Верманский парк,
Попить крафтовое пиво, отведать местной кухни, послушать живую музыку и просто расслабиться. Рижане, займитесь, пожалуйста, возродите хорошее дело. Да что там пиво? В Эстонии, Латвии и Литве стали давать концерты такие звезды, как Мадонна, Pet Shop Boys, Metallica, Rammstein. И это магнитом притягивало туристов из соседних государств. В 2003-м эстонские организаторы умудрились обойти коллег из Швеции и Финляндии, безуспешно пытавшихся заманить в свои страны Андреа Бочелли. И первый в Северной Европе концерт великий тенор дал в Таллине. Непопсовый исполнитель собрал около 20 тысяч слушателей, съехавшихся из самых разных стран. Ему так понравилось у нас, что позднее он дал еще 2 концерта. Абсолютным чемпионом по посещаемости выступлений в странах Балтии стал Майкл Джексон, послушать которого в Таллине в 1997 году решили 85 тысяч человек. В 2024 на концерт Эда Ширана в Каунасе было продано чуть больше 80 тысяч билетов. Разумеется, в обоих случаях, как и во многих других менее массовых, не обошлось без тысяч туристов. Страны Балтии давно зарекомендовали себя как одни из лучших мест для проведения рождественских каникул. К примеру, в ноябре 2023 крупный британский интернет-магазин елочных украшений Christmas Tree Market провел исследование наиболее перспективных направлений для рождественских каникул по Британии и Европе. Таллин был признан одним из лучших европейских направлений для рождественских покупок. Рождественский рынок второй после Кракова с минимальной разницей. Вильнюс тоже попал в один из этих списков на 3-е место по дешевизне ночлега в отеле. И как тут не вспомнить, что такое солидное издание, как The Times, в 2022 тоже включило рождественский рынок в Таллине в список лучших декабрьских направлений для туристов. В советское время доля туризма в экономике Республик Прибалтики была на порядок скромнее, нежели у сельского хозяйства. В 21 веке картина кардинально изменилась. Туризм стал гораздо значимее для экономики, чем аграрный сектор. Более того, он же стал и спасителем для многих сел и хуторов. Все большую популярность в странах Балтии набирает сельский туризм. Горожане стремятся чаще бывать на природе, им интересен сельский быт. Голландцы, бельгийцы или британцы охотно проводят время на хуторах посреди настоящего леса, которого у них на родине практически не осталось. Ходят по грибы и ягоды, на рыбалку. Небольшая наглядная иллюстрация. В Литве, в 25 километрах от городка Молетой, находится родина моей матери. В 30-е годы 20 века это был поселок примерно в 500 жителей, большинство из которых занимались сельским хозяйством. Сегодня маленькая даже не деревенька, а скорее дачный поселок. Круглый год обитаемы меньше десятка домов. Большинство же лишь временами населяют бывшие жители деревни, которые разъехались по разным городам, а иные и в другие страны. В тех краях изумительная природа. Холмы, покрытые лесами, в основном хвойными и смешанными, множество ледниковых озер и рек. Национальный парк. В лесах много ягод и грибов, в водоемах рыбы. По улицам ходят аисты-попрошайки. Казалось бы, населения почти нет, но деревенька не выглядит заброшенной. Наоборот, дома в основном ухожены, кое-кто занимается еще огородничеством. Церковь, магазин. Вдоль центральной улицы заасфальтированы велодорожки, которые служат еще и тротуарами. На местном озере полностью благоустроенный пляж. Рядом в лесу есть тропа познания, дорожка через лес, по которой можно пройтись и изучить разные ландшафты. Устроиться на рыбалку на специально оборудованном для этого месте. Возникает вопрос, откуда взялись на все это деньги? Ну, велодорожки и тротуары – это государственная программа, а остальное? Где-то в начале 2000-х в пустовавшем деревянном здании бывшего интерната местные предприниматели сделали гостиничку с рестораном. В амбаре рядом устроили пекарню. И стали привозить отовсюду гостей, угощать их деликатесами из свежевыловленной рыбы, местных грибов, ягод, собственного хлеба по старинным рецептам. И пошло дело. Сегодня там уже 2 гостиничных здания. Старое недавно сгорело, на его месте строят каменное. Неподалеку, на той же улице, построены 3 гостиничных домика.
где внутри все в старинном полудеревенском стиле. А по соседству, в бывшем доме моей двоюродной бабушки, сначала открыли магазин деревенских сувениров для туристов, а несколько лет назад организовали блинную. Отобедать в местный ресторан приезжают даже из Вильнюса. Больше сотни километров, между прочим. Само собой, и пожить в гостинице или гостевом домике едут не только со всей Литвы. Здесь часто слышна немецкая, польская, скандинавская речь. Комплекс обеспечивает работой пару десятков человек, в основном из окрестностей. И это вовсе не уникальный случай. И в Литве, и в Латвии с Эстонией таких полно. И будет все больше. Так уж вышло, что пиковых показателей глобальная туристическая индустрия достигла в 2019 году. Соответственно, это было время максимального уровня развития отрасли и в странах Балтии. Но о том, какой стала вершина индустрии, я расскажу во второй части выпуска. Если кто-то думает, что уже особенно не о чем рассказывать, ведь после 2019 времени прошло всего ничего, то он или она ошибается. Во-первых, это были годы, наполненные драматическими испытаниями. Во-вторых, вас ждет рассказ о внутреннем и выездном туризме как стран Балтии, так и некоторых других государств, а также о тех самых смежных отраслях, которые я неоднократно упоминал, потому что они играют весьма существенную роль в экономике. Так что информации будет много, и она весьма интересная. В ожидании ее, если вам понравилась первая часть, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, в общем, держите свои зрительские навыки в тонусе. И подпишитесь на канал, если по какой-то причине до сих пор не подписаны. Ведь здесь вас ждет еще много интересного. До встречи!